третий уровень, продвинутый уровень для специалистов, которые уже знают, что такое длина волны, что такое лазерное излучение, широкополосный свет, время термической релаксации, хромофор. И мы переходим уже к различным эстетическим проблемам. И самый первый урок у нас является наиболее интересным – это коррекция гиперпигментации. В данном уроке по плану у нас стоит с вами, естественно, определение понятия дисхромии, классификация пигментации по параметрам, глубина причины и гистогенез. Примеры гиперпигментации связаны с увеличением как количества меланина, так и меланоцитов. И далее мы переходим к блоку терапевтической коррекции гиперпигментации. Ну, прежде всего, мы должны разобрать возможности, как предупредить меланогенез и как уже корректировать и устранять пигментацию при помощи аппаратных методов, как производить доставку космоцевтических средств, какие мы можем применить с вами на сегодняшний день лазерные технологии, какие длины волн и какие в данном случае режимы, фототермические или фотоакустические, как это комбинировать с инъекционными методами и как предупредить появление меланомы, посттравматической пигментации и протоколы комплексной коррекции гиперпигментации. Ну, в данном случае мы прекрасно понимаем, что пигментообразование достаточно сложный, многофакторный процесс, и разбираясь в меланогенезе, мы должны четко понимать с вами, что именно коррекция пигментации представляет собой одну из наиболее сложных дерматологических проблем, которую, наверное, проще обозначить, как легче предупредить появление пигментации, чем ее корректировать. Ну, с чем связан цвет кожи у нашего с вами пациента? Это, конечно же, цвет крови, который просвечивается сквозь эпидермис, или это цвет пигмента, меланина, содержащийся в эпидермисе. В данном случае оказывается, что виды меланина, которые мы с вами широко используем в рассмотрении, представлены не только эофеомеланином, но еще есть растворимая форма меланина, это реомеланин. Есть пигмент, который локализуется в центральной нервной системе, нейромеланин, хронический пигмент, который находится в соединительной ткани, и мелоид, рассматриваемый как продукт разрушения меланина. И в данном случае надо сказать, что оттенки кожи связаны именно с просвечиванием оксигемоглобина, кератина или меланина и будут давать нам цвет кожи, и в зависимости от того, где располагается пигмент, у нас и будет определяться тот или иной цветовой ответ. Если мы говорим о синтезе меланина, в данном случае мы прекрасно помним, и здесь в этой презентации мы не затрагиваем блок синтеза меланина, я вскользь напоминаю, что это, как будет говорить, белок, который образуется в меланосомах из аминокислоты тирозина. И для синтеза меланина нам необходима аминокислота тирозин и фермент тирозиназа. И именно фермент тирозиназа катализирует превращение тирозина в диоксифенилаланин, и уже дальше тирозиназа, как мы прекрасно понимаем, данный фермент после синтеза на рибосомах гранулярной эндоплазматической сети поступает в комплекс Гольджи, где она и упаковывается в пузырьки, которые затем сливаются при меланосоме. То есть в данном случае мы прекрасно понимаем, что синтез меланина происходит в меланосомах, и в данном случае фермент тирозиназа, который, как мы уже поняли, где образуется, и упаковывается при меланосомах, где и наступает преобразование аминокислоты тирозина уже непосредственно в меланин, проходя те этапы, которые мы с вами знаем. И в данном случае тирозиназа нам нужна именно для первого этапа биосинтеза меланина, ортогидроксилирования тирозина. И поэтому дофа уже дальше окисляется под действием дофа-оксидазы и в последующих химических реакциях преобразуется в меланин. То есть если мы посмотрим с вами, вот он тирозин, вот он тирозиназа, вот он дофа, и дальше дофа уже непосредственно под действием дофа-оксидазы преобразуется в меланин. Ну, надо сказать, что процесс достаточно интересные. И на сегодняшний день мы прекрасно с вами понимаем, что разработка космоцевтических препаратов, мезопрепаратов, аппаратных технологий, она ориентируется именно на процессы того, что мы в данном случае видим прекрасно, что вот он тирозин, аминокислота, вот он тирозиназа, фермент, который синтезируется на рибосомах и попадает вместе уже
дальше при меланосомы. И мы уже сказали с вами, что именно первая стадия — это именно преобразование ВДОФа, нам нужна тирозиназа, дальше процесс идет уже под совсем другими ферментами. Мы видим с вами процесс формирования меланосомы, ее несколько стадий, и мы прекрасно понимаем, что именно в меланосоме происходит все вот это действие, в ходе которого на выходе мы получаем меланин. И мы видим с вами прекрасно, что меланосома, точка приложения в большинстве своем аппаратных методов, представляет собой мембранная органелла. Надо сказать, что мелкозернистая, с округлой формой, диаметром до 1 микрометра, имеющая свое время термической релаксации. И в норме меланосомы бывают разного размера, плотности, и они не склонны к агрегации. Меланосома оснащена мембранной помпой, именно протоновой помпой. И для поддержания внутри себя кислой среды, которая необходима для максимальной активности ферментов. Поэтому, как мы прекрасно с вами понимаем, что перемещение именно меланосомы происходит под действием данного устройства. И внутреннее содержимое меланосомы структурировано в виде пластинок олигомер и полимеры семейства меланинов с разной молекулярной массой. То есть вот вам устройство меланосомы. И меланин в меланосоме фиксирован на белковой матрице и образует меланин-протеин, который относится к классу гликопротеинов. Стадии созревания меланосомы, думаю, вам прекрасно известно, это 4 стадии. Первая стадия, когда мы получаем небольшие меланосомы размером всего лишь 0,3 микрометра, и они аморфны матриксом без фибрила, без меланина. Во второй стадии размер меланосомы увеличивается до 0,5 микрометров. Она приобретает продолговатую форму, и в ней уже появляются продольные филаменты. И в данном случае это семейство белков, но меланина здесь нет пока. И вот на третьей стадии интенсивный синтез меланина, причем образование неферментативной полимеризации, осаждение меланина на фибрилах и высокая активность ферментов меланогенеза. И уже на четвертой стадии мы получаем с вами меланин, который фиксирован на непосредственно фибрилах. Поэтому, когда мы говорим с вами о том, что у нас есть задача влияния на процесс меланогенеза, мы должны четко понимать, на каком процессе мы хотим оказаться воздействие на блокаду гиперпигментации, то есть где мы хотим получить с вами воздействие. Мы хотим повлиять на синтез тирозиназы, или мы хотим повлиять на синтез матрикса меланосомы, на образование меланосом и их меланизацию, то есть синтез меланина. В дальнейшем переход меланосомы по помощи помпы и перемещению кератиноцита, разрушение меланосомы или удаление меланина с утратой рогового слоя, то есть вместе с кератиноцитами. Почему? Потому что для этого нам необходимо разрабатывать комплексные программы для коррекции гиперпигментации. И когда мы говорим о первичных классификации пигментации меланинового происхождения, мы говорим, что они могут быть вызваны как генетически обусловлены, эндокринными факторами или метаболическими факторами. Естественно, мы с вами прекрасно понимаем, что здесь будет иметь значение, если это эндокринные факторы. Наиболее часто к нам обращаются пациенты с мелазмой и мелазма при беременности. Если мы говорим о метаболических факторах, то это в данном случае могут быть порфирия поздняя кожная, могут быть меланоз почечный, печеночный. И, естественно, если мы говорим о меланозах меланиновых, то здесь может быть также вызвано дефицитом белка и витаминов. Генетически обусловленные — это, естественно, веснушки, эфилиды, пятна кофе с молоком, и, естественно, здесь могут быть другие проблемы, о которых мы будем дальше говорить.